Почему? Потому что у них крестовый поход. Их них не волнует правда. не- И когда мы соберемся, если соберется 4 апреля, будет то же самое, как с расследованием по Сирии. Выяснится, что мы не нужны, мы Значит, неудобны, мы задаем неудобные вопросы, нам никто не собирается Я вам отвечать. хочу сказать, точно так же нам говорили, не знаю, и 3 года назад, и 4, и говорили, что вы не нужны, они против вас. А потом раз, и случилась Сирия. И оказывается, что не просто нужны, а оказывается, что вообще, так сказать, ситуацию всю геополитическую развернули. Понимаете? Вот в этом, Владимир Рудольфович, и скроется суть того, что происходит. Значит, что происходит? 2 месяца назад все мировые таблоиды занимались только одним вопросом. Восточная Гута. Ну, не было других тем. Какая там Рака, какой там Мосул, какие там вообще проблемы, там, химического разоружения. Нет таких проблем. Восточная Гута. Якобы Россия вместе с кровавым Асадом там убивает детей, мирных жителей, женщин и так далее. И всем было рассказано, что Россия сейчас добьет вот там несколько сотен тысяч населения в Гуте, вокруг Гуты и так далее. И что же получилось? Вдруг, как в сказке, как это бывало раньше, например, в Алеппо, путем, это же не просто так, это колоссальная работа, которую делала Минобороны, включая, конечно, сирийскую армию и так далее. Появляется гуманитарный коридор. Из этого гуманитарного коридора, и по этому гуманитарному коридору, начинают выходить люди, включая женщин, детей, стариков, гражданских. По этому же коридору начинают выходить террористы, которые понимают, что жизнь-то дороже, для них самих их жизнь дороже. Но помимо того, что этот коридор появляется, и, конечно, все разведки мира об этом знают, этот коридор еще и транслируется веб-камерой на сайте Министерства обороны Российской Федерации. То есть это получается вот эту всю бумажную и телевизионную работу, которую вот эти бумага-мараки, значит, исполняли за огромные деньги, это же что получается? Это все развенчивается. Что нужно в этот момент сделать? Тут же перевести внимание международного сообщества на что-то просто экстраординарное. Ну вы же только что 2 месяца бились в истерике. Конечно, все спрашивают, а что с Гутой-то? А как можно допустить то, чтобы информация о выходе и о нормализации ситуации, и о том, что боевики сейчас будут добиты, и люди будут обратно туда заходить, и по примеру Алеппо налаживать свою жизнь, и не требовать ухода Асада, говорить о том, что это наша страна, мы сами будем ее обустраивать. Как это можно сделать? Все, пожалуйста. Вот так самое, что поразительное. 1987 год. Сатирический британский телесериал. Называется «Да, премьер-министр». 1987 год. 30-40 серий сняли. Одна из серий, по-моему, 10-я. Премьер-министр, к нему приходят представители спецслужб и говорят о том, что нужно сделать традиционную для Великобритании вещь, отвлечь внимание от каких-то внутренних проблем. И премьер-министр спрашивает, а как это сделать? Говорит, ну у нас же есть отличный, всегда работающий способ. Он говорит, какой же? Говорит, высылаем советских дипломатов. 76, по-моему. Нормально? 87 год. Он говорит, а у нас разве есть основания? Говорит, надо придумать что-нибудь поинтереснее. Ну, например, давайте придумаем, что водитель советского посла является высокопоставленным сотрудником КГБ. Все. Это, еще раз повторяю, сценарий комедии 1987 года. Но британцы, люди, которым надо отдать должное, умеют посмеяться над самими собой. У них это отлично получается. Только то, над чем они смеялись раньше, сейчас реализуется в жизни. Они реализовывали это и раньше, но не на таком опасном историческом моменте.